Всем привет! Сегодня покажу рецепт очень вкусного шоколадного торта. Итак, в муку добавляем какао и разрыхлитель. Хорошо все перемешиваем венчиком. Убираем сухие ингредиенты в сторону. Взбиваем яйца примерно 5 минут, затем добавляем сахар и продолжаем взбивать до пышной белой пены. Затем добавляем молоко и растительное масло. Теперь за несколько приемов вмешиваем сухие ингредиенты. Я делаю это венчиком. На этом тесто для коржей готово. Теперь берем форму, у меня 22 сантиметра, смазываем ее сливочным маслом и присыпаем мукой. Выливаем тесто и отправляем в предварительно разогретую духовку до 170 градусов на 30-35 минут. Вот такой красивый корж получился. Проверяем его зубочисткой, она должна быть полностью сухой. Даем ему полностью остыть, а затем разрезаем на две части. Вот посмотрите, корж получился просто идеальный. Теперь делаем глазурь для торта. В миску смешиваем какао, сахар и молоко. Перемешиваем венчиком. Я добавляю молоко в 2 захода. Когда все хорошо перемешалось, ставим на огонь и доводим до кипения. Кипятим 15-20 секунд. Убираем с огня и добавляем кусочек сливочного масла. Перемешиваем, даем глазури немного остыть. Тем временем делаем крем. В глубокую миску добавляем сливки, сахарную пудру и сливочный сыр. Взбиваем венчиком до густоты. У меня крем получился с крупинкой сливочного сыра, но если вначале его отдельно перебить, то этого не будет. Затем добавляем столовую ложку какао. Перемешиваем, и крем готов. Теперь формируем торт. Берем корж и пропитываем его молоком. Сверху намазываем половиной крема. Все то же самое делаем со вторым коржом.
Сверху заливаем все глазурью и отправляем в холодильник минимум на 2 часа. Я оставила торт на ночь, и вот такой он получился. Теперь достаем его из формы. Вот такой он получился. Вы только посмотрите, какая красивая и блестящая глазурь. Кстати, края глазури через 5 минут сами выравниваются. Вот такой красивый торт получается. Он очень вкусный, сочный и не сухой. Он не приторно-сладкий, в нем как раз в меру сахара. Рецепт несложный, рекомендую обязательно всем попробовать. Готовьте, у вас обязательно все получится. Приятного аппетита!